невкусная картошка. Много кошерной еды, нету свинины. Там, ну, если только в русских, конечно, магазинах, да. И менталитет разный, вот. Мне было непривычно, они там вставали утром, да, гремели дверями, посудой, хотя знали, что я сплю, да. А в моей семье так, допустим, не принято. Все бы там на цыпочках ходили, пока вот не проснется последний член семьи, да. Как бы у них по-другому все. За вызов скорой помощи ты должен заплатить. Для меня это прям было вау, потому что у нас в Беларуси такого нет. У нас там, да, вызывают, там голова заболела, вызывают. То, что здесь, если у тебя что-то там заболело срочно, тебя, ну, не примут так прям вот сейчас же, да, ты должен ждать в очереди. Очень сложно с этим, да, вот пока дождешься какого-то доктора. Надо просто не болеть, чтобы вообще не сталкиваться с этим. В принципе, роды прошли хорошо. За стенкой сидели родители, ждали, пока я рожу, то есть они слышали все крики, все слышали. Вот, и нас потом, когда я родила, перевезли в палату, там какую-то, типа, тебя учили прикладывать ребенка к груди. Проходит, наверное, минут 10. Это, знаешь, такая приятная музыка, ты с ребенком, муж, и приходят его друзья. Да, насчет родов, так как я не была официально устроена на работе, вот, нам выставили счет. Я точно не помню сумму, но это где-то 15 или 17 тысяч шекелей надо было заплатить. Всем привет, друзья! Сегодня вы услышите историю девушки, которая приехала в Израиль просто поработать. А жизнь преподнесла ей неожиданный поворот. Работа, трудности, любовь с иностранцем, беременность, семья. Мы поговорим, каково это начинать жизнь в Израиле без статуса. С какими трудностями сталкиваются девушки. И почему иногда даже счастье рядом с любимым человеком не отменяет желание искать новый путь. Привет, давай сначала познакомимся, расскажи, почему ты решила закрыть лицо? Не хочется как-то озвучивать свою личную жизнь для незнакомых людей, но просто хочется поделиться, что бывают вот такие истории, как бы, может быть, кого-то на что-то подтолкнуть, на какой-то решительный шаг. В общем, по личным таким убеждениям. Почему ты решила переехать в Израиль? Ну, я приехала сюда вообще на работу, и мы поехали с девочками. И получилось все очень так спонтанно. Я даже не знала, что вообще такое Израиль, кто это, кто здесь живет. То есть я узнала только по приезду, но цель была приехать сюда, поработать несколько месяцев и улететь к себе в страну, заработать на какой-то ремонт в доме. Вот, потому что зарплаты в моей стране, скажем так, не очень были, да. Ну и сейчас, в принципе. Была цель приехать сюда, и заработать денежку и лететь обратно. А как ты узнала вообще, что есть возможность заработка? Через подружку. То есть все как бы подружка, грубо говоря, организовала. Вот, а я просто как бы так сказала, что типа да, я согласна. Вот, и все, и так поехали. То есть подружка всем руководила, я просто сказала, да, хорошо, классная идея. Вот, сошлись на общих таких целях и поехали. После переезда, как быстро ты нашла работу и где ты работала, и почему ты говорила, что нужно было платить процент за работу? Мы вообще, получается, ехали в Израиль через компанию. То есть компания созванивалась с нами еще до поездки, вот, объясняла, как проходить границу. То есть мы заранее ехали целенаправленно в одну фирму работать на уборках, либо это там отель был. То есть мы еще по факту не знали, где мы будем именно работать, но мы знали, с какой компанией. Вот. То есть они нас готовили, мы выбрали поехать на Мертвое море, работать в отеле. Вот. Но по приезду мы поняли, что там полная такая заварушка, то есть совсем непонятно, кто там руководит, какие проценты. И как бы тоже послушали сотрудниц, которые там работают приличное время, и решили, что надо уезжать. То есть мы пробыли там 2 дня, вот, даже не начали работу. И у нас были знакомые в Израиле, и просто они нам помогли, перевезли нас в другой город и нашли нам работу, тоже компания, на уборках. Вот, на уборках домов, и нам как бы сразу сказали, вот, там, я твой начальник, будешь работать тут, такой-то процент тебе, такой-то мне, то есть все было открыто. А почему вообще нужно процент платить? А как по-другому работают работодатели и работники? Через процент. Им выгодно, нам тоже хорошо, они нас возили, давали клиентов. Это типа как-то, по синей бумаге или по рабочей визе, или как это работает? Или по туристической визе, типа неофициально, типа как это? Есть русскоязычные компании, да, русскоязычные группы в Фейсбуке, но у нас вот была знакомая девочка,
и она подсказала нам эту компанию. То есть они устраивали и официально, и неофициально. То есть сначала они сказали, поработайте у нас неофициально, вы посмотрите, как вам у нас, как вообще вам зайдет и нам, как вы понравитесь, а потом мы устроим официально. Получилось так, что это неофициально затянулось на несколько месяцев, на 6. А как вообще, типа, ну, ты так сходу доверилась, типа, как бы могут кинуть? Я доверилась только потому, что, наверное, я была не одна, а с моими подружками, с которыми сюда прилетела. Были женщины чуть постарше меня, то есть с опытом, жизненным опытом, не наивные. Вот, и как-то раз рискнула поехать сюда, значит, наверное, меня свыше какая-то сила ведет и даст мне только самое лучшее, поэтому... А вот по факту, типа, ну, официально, неофициально, ну, человек как турист приезжает, его же не могут официально устроить. Честно, я настолько информацию не знаю, но сначала там дают тебе туристическую, типа как визу, да, на 3 месяца, а потом синюю бумажку, если ты там подаешься, да, там статус беженства. Вот. Мы подались после этой вот окончания туристической визы на статус беженства по синей бумажке. И насколько я знаю, по ней как бы нельзя было работать. Но на тот момент, когда мы работали с этой компанией, мы особо не вникали в эти вопросы. То есть они могли где-то нам соврать, да, но мы как бы мы доверяли, и нам как бы в приоритете у нас были деньги, мы, скажем так, особо не вникали в этот вопрос, но насколько я знаю, что с синей бумажкой, наверное, нельзя работать. Не, синяя бумажка вроде как работает. Ну, типа, у меня есть знакомые, работают. Они живут, работают. Это как разрешение на вот. Ну, просто ты говоришь, типа, это обычное дело, платить проценты. Я поэтому спрашивал, потому что я первый раз от тебя такое слышал, что нужно кому-то что-то платить. Они дают нам клиентов, да, и они должны что-то с этого иметь, то есть какая-то выгода им. Они наши работодатели, да, там. Ну, и сколько нужно было платить, так, для понимания? На тот момент, это было сколько, 3 года назад, Никайон стоил 70 шекелей с компанией в час, да, 70 шекелей, то есть 50 они давали нам, а 20 забирали себе. Ну и за дорогу тоже они забирали себе, так как они возили нас на машине. Вот, как бы для нас тоже это деньги хорошие были. Расскажи про знакомство с мужем. В какой-то момент это произошло, типа, и где вообще познакомились? Я работала с вот этой вот компанией клининговой, наверное, где-то месяцев 6-7. Вот. И каждый день мы ходили на одну и ту же остановку. И за этой остановкой был русский магазинчик. Там можно было купить кофе, какие-то там напитки, какую-то еду. Вот. И то есть он постоянно видел меня каждое утро в 7 утра на остановке. Так же, как и я его, да, вот он работал в магазине. И постоянно вот мы виделись, но не разговаривали. Там моя подружка у него кофе покупала, я на тот момент кофе не пила, то есть не заходила, просто видела со стороны, ну, красиво, мальчик работает. Вот. И как-то его отец тоже начал утром приходить к нему пить кофе, вот, и начал с нами разговаривать. Ну, мы с подружками ездили на работу. Вот, и начал с нами разговаривать и сказал сыну: присмотрись, хорошая девочка. Вот, и он как-то через подругу взял мой номер, написал мне вот в Инстаграме, и вот так вот мы начали гулять, вот, а потом это уже переросло во что-то большее. На каком языке вы общаетесь и как вы друг друга понимаете? Ну, вначале, как мы начали вот общаться, был, конечно, такой страх, то, что как я буду понимать его, а он меня, потому что он не говорит на русском, я не говорю на иврите, его родной язык — это испанский, то есть я тоже испанского не знаю от слова совсем, но мы знали какой-то базовый английский, он знал базовый, и я. Вот, и вначале, конечно, были трудности, я не могла понять его, он меня, где-то мы пользовались переводчиком, где-то вот объясняемся и объяснялись вот на жестами, да, как крокодил игра такая, да. Вот, и, в принципе, потом это не было такой проблемы, ты уже понимал примерно вот какие-то слова, начинаешь учить от него, он от меня. Вот, то есть сначала это казалось, что как будто бы невозможно, да, как можно вообще встречаться, общаться, не зная языка, но на самом деле оно учится, и как будто бы у языка любви, у любви свой язык. Вот, поэтому особо сложностей с этим не было и сейчас нету. В любом случае мы можем что-то жестами объяснить. Вот, в крайнем случае, конечно, переводчик. А вот сколько по времени прошло, типа, вот через сколько поженились? Так как я не еврейка, вот, и не могли расписаться здесь, я ждала, пока мне дадут визу, то есть мы делали все это время процедуру в Мисратопниме, да, вот, и как мне только дали визу, мы улетели в мою страну, и там расписались, но это прошло, наверное, где-то 2,5 года, да,
То есть мы могли расписаться только в другой стране, либо в интернете, но как бы по скайпу мы решили, не будем так делать, все-таки хочется запомнить по-другому такой важный момент, поэтому мы вот дождались, когда дадут мне визу, и расписались вот в моей стране. То есть 2,5 года вы типа как сожители были. Как это быть замужем за иностранцем? Ну, типа, какие ощущения? Я даже словила себя на моменте, что в детстве, в лет, наверное, 13, я очень мечтала выйти замуж за иностранца и жить у моря. Это прям была мечта. Потом она забылась, и получилось так, что вот у меня это есть, и ты знаешь, очень классно, очень интересно. И, наверное, в моем случае мне нравится тем, что мы особо не можем так поговорить, вот как с тобой, да, обо всем прям дословно. Но, может быть, если бы мы так говорили, мы больше бы ссорились, я не знаю. Но мне нравится, все хорошо, я учу языки вместе с ним. У нас есть ребенок общий, вот, и мы через него, он учит русский, а я испанский, то есть он общается с ребенком на испанском, а я с ней на русском. И так мы узнаем языки, учим. И типа вы не ссоритесь, получается? Не, ну, конечно, бывает, потому что у нас разные менталитеты, вообще разные характеры, с разных семей. Это, мне кажется, нормально ссориться где-то. Какие вещи были для тебя странными в первое время? Вот, может быть, какие-то привычки, испанские какие-то моменты? Ну, для меня было странно, что каждый прием пищи у них обязательно должен быть рис, стабильно. Да, они еще есть такие, как платаном называются, зеленые бананы. Вот они их жарят и едят. Для меня это было странно, но это вкусно на самом деле. Наверное, какие-то такие, то, что они шумные, очень шумные, они энергичные, они такие прям громкие. И вот для меня это было, наверное, непривычно и раздражало, когда утром ты хочешь поспать, а они там громко-громко хлопают дверями, разговаривают. Кажется, что они там кричат друг с другом, там ругаются, но на самом деле просто у них такой язык, такое общение, такая манера. Наверное, вот это было странное. Ну, наверное, то, что, как и у израильтян, они ходят дома вот не босиком, а в обуви, да, вот это вот. Ну, это больше израильская тема. А вот какие различия в менталитете мешают там в личной жизни? Ну вот я привыкала к тому, что они громко говорили, да, это прям для меня было вообще. Особенно, когда я была беременна, мне хотелось выспаться, и тут дверями бац, 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 бац. Ужасно, да. Ну, как бы в моем доме уже есть такое правило, да. Все, кто приходят, его семья, все снимают обувь, никто не хлопает дверями, потому что я уже сказала, что как бы мне так особо это. Ну, твой муж, получается, из Панамы, да? Расскажи про поездку в Панаму. Да, мой муж из Панамы, но мы приехали в Панаму где-то, наверное, 7 месяцев назад. Вот уже с нашим общим ребенком, да, к его родителям. Наверное, самое такое, что меня удивило, то, что у них, во-первых, в магазинах есть такой сервис, ты, допустим, покупаешь продукты, и есть специальный человек, который тебе складывает все это в пакет, там, да, у них какие-то свои там, по своим инструкциям они складывают, ты просто как бы стоишь, ждешь, пока они сложат тебе вот эти продукты, и ты можешь как бы дать им чаевые или нет. И муж сказал, что они работают неофициально, это типа как вот просто они пришли, им дали форму, они работают, то есть даже они нигде не числятся. Это типа тебя впечатлило? А ты знаешь, что здесь лет 10 назад тоже были такие люди в магазинах? Нет, ну они официально работали, но они типа стояли и складывали просто в пакет. На кассе, типа, раньше все лучше было. Ты приходишь, и кто-то тебе складывает в пакеты. Это, знаешь, очень удобно, когда особенно ты с ребенком, с коляской, он орет, и ты вот в попыхах такой весь мокрый складываешь в эти пакеты, еще сортируешь, да, чтобы там фрукты не помялись там с молоком, то там, конечно, удобно. Потом следующее, что как бы так меня вот удивило, да, то, что, допустим, в торговом центре есть свои бутики, да, и в каждом бутике своя охрана. То есть помимо того, что в торговом центре много охраны, и в бутике много-много охран, вот в каждом просто. Вот это тоже меня как бы так вот впечатлило. Мы жили в хорошем таком доме, один, наверное, из самых богатых вот в Панаме, и сразу, грубо говоря, за домом пару шагов там гетто было. То есть ты выезжаешь вот на машине, ну, типа из богатого такого красивого дома, и просто проезжаешь пару метров, и у тебя там гетто, где просто люди, они там, знаешь, ходят вот по дороге, вообще пофиг, машины едут, не едут, ты просто боишься, ну, типа, реально было. Наверное, вот это меня тоже как бы впечатлило, удивило, потому что я нигде такого не видела. А в Беларуси такого нету? Нет, нет, в Беларуси такого нет. Ну что, погода,
там постоянно жарко в Панаме и очень влажно, то есть воздух настолько влажно, как бы в Израиле для меня было жарко, но в Панаме А вот твой муж не думал возвращаться туда? нет, он уже давно там не живет, он отвык от этой жизни. Нет, он бы не хотел. Я думаю, что это, конечно, еще с его прошлым каким-то связанным, неприятным. Мгм. Он не рассматривает там жизнь. Вот, то есть есть семья, мы будем приезжать, навещать их, но чтобы жить нет. Мгм. Ну, давай вернемся как бы назад в Израиль. Расскажи про первые трудности, вот когда ты начала работать, какие первые трудности у тебя возникли? Наверное, первый день я не понимала, как общаться с клиентами и вообще, в принципе, в Израиле на каком языке говорить. Вот. Но на базовом английском можно что-то объяснить. То есть у меня был базовый английский, как бы вот сначала казалось это трудностью, но потом ты не боишься и начинаешь как-то уже, наверное, даже где-то их слова использовать, да, иврит. Ну, вот это чуть-чуть сложновато было первое время. Язык, да, то, что продукты не наши. То есть ты сколько лет ты там ешь свою еду, свою кухню, а тут все другое. А вот в каком плане другое? Типа невкусно или что? Ну, картошка, невкусная картошка. Да, вот много кошерной еды, то есть нету свинины. Там, ну, если только в русских, конечно, магазинах, да. Но я тогда особо не знала, где есть русские, нерусские магазины. Я ходила просто возле дома, да, вот был магазинчик, я ходила в него. А вот задержки зарплаты, вот эта депрессия, там, желание вернуться домой, вот тут про это расскажи. Да, пару раз были задержки зарплаты. Получается, если вот клиент платил мне на руки деньги, а я просто передавала это работодателю, я когда передала, я ждала, вот когда он мне, ну, мои деньги там, да, отсчитает. Он просто в какой-то момент не отсчитывал, а объяснял тем, что типа там я тебе потом дам какие-то там трудности. Ну, конечно, потом платил, но это тоже было неприятно, потому что ты рассчитывал на эти деньги. Можно было не давать, просто не передавать ему, раз он не рассчитывал. Тоже не хотела все-таки, это моя работа. И если меня бы выгнали, я бы не знала, куда я пошла бы, понимаешь? Ну, они, в принципе, нет, все платили хорошо, просто было пару моментов таких вот, когда вот задерживали, вот, и объясняли какие-то там причины. В результате как бы тебе до конца выплатили. Конечно, все платили все каждый день, просто какие-то моменты были, вот где, да, они там предпочли себе забрать, да, и сказать, что мы тебе там в следующей неделе дадим от этого клиента, да. Ну, окей. Депрессия, желание вернуться домой. Ты знаешь, была депрессия, когда я забеременела. Мы начали жить с родителями и, С родителями мужа. да, с родителями мужа. И вот тогда у меня началась такая, ну, не то чтобы даже депрессия, какая-то апатия, желание вернуться домой, так как здесь у меня не было такой поддержки и друзей, как вот в Беларуси, да. То есть для меня казалось, что беременность — это что-то такое, знаешь, когда тебя прямо оберегают, тебе готовят, тебе все самое лучшее дают, заботятся о тебе, да, спрашивают постоянно, как ты, выводят на улицу, чтобы с тобой погулять. Ну, то есть у меня такого здесь не было. Его родители работают, и как бы они, в принципе, наверное, ну, по-другому на это все смотрели, а в моих ожиданиях я по-другому себе все представляла, да, вот с этим сложности были. Вот я очень хотела уехать в Беларусь, но на тот момент не могла из-за того, что у меня не было визы. Возможно, еще там языковой барьер. И языковой барьер, слава богу, что он был, потому что я на тот момент особо не хотела так прям разговаривать с кем-то. Вот, жила быстрее, когда я рожу, мне дадут визу, чтобы уехать хотя бы на время, знаешь, вот, или путешествовать, или домой. Вот, ну и то, что говорю, менталитет разный, вот, мне было непривычно, они там вставали утром, да, гремели дверями, посудой, хотя знали, что я сплю, да, а в моей семье так, допустим, не принято. Все бы там на цыпочках ходили, пока вот не проснется последний член семьи, да, как бы у них по-другому все. И, грубо говоря, там мы были каждый сам за себя, то есть мы с мужем, я там до 9 месяца с ним вот ездила на работу, на подработку. Мы убирали подъезд в другом городе, чтобы как бы покупать себе еду, чтобы ходить по каким-то кафешкам, накопить на ту же кроватку ребенку. А типа родители никак не помогают? Ну, мы платили половину, мы делили вот, допустим, квартиру, наполовину мы платили, половину мы, половину они. И также счета, там типа электричество, вода, все делилось наполовину. Но они как бы половина в плане, они живут вместе с вами, поэтому. Ну да, но видишь, как бы у меня тоже в семье такое не принято, и у моих друзей. Ну, то есть, как будто бы родители должны помогать. Но это, конечно, только мои ожидания, потому что меня так воспитали. Я думаю, это не потому, что тебя так воспитали, это есть просто разница в менталитете вот в этом. Возможно, вот, поэтому мы рассчитывали на себя. Они где-то, где могли помогать, там, допустим, ужин приготовить, да, вещи, малышки там покупали, вот. А, ну, как бы в то время вот я
такая вот была подавленная, и я все по-другому себе представляла, и тут бац, мои ожидания рушились. Наверное, я сама себе просто это нафантазировала, да, как должна быть моя беременность. Ну, у тебя было много опыта до этого, и ты как бы можешь в сравнении понять, типа, много других мужей у тебя было. Нет. Расскажи про вот стопорок, вот какие моменты. Ты знаешь, я особо не знаю, потому что я доверилась полностью своему мужу. Не, ну есть какие-то, может быть, неприятные моменты. Ну, наверное, неприятный момент, то, что все очень-очень долго затянуто, просто ты ждешь одной очереди по полгода, да. Наверное, вот этот самый такой неприятный момент. И то, что как бы за мою визу я заплатила, ну, мы заплатили сумму, да, они потом ее возвращают, когда там видят, что насколько вы серьезно там расписались или нет. Типа залог, Да, залог, залог. Тоже для меня это было непонятно, но типа, окей, хорошо, мы заплатили. а тебе вернули уже? Еще нет, потому что мы еще не подали свидетельство о заключении брака с Беларусью. Просто интересно. Мне тоже кто-то говорил, что что-то там непонятно с возвращением, и хотелось понять, как их-то возвращают. Я тоже не поняла. Расскажи, что тебя больше всего шокировало и разочаровало в медицине Израиля в целом и конкретно по теме беременности. Да, ну, наверное, для меня было одно из самых таких странных, что за вызов скорой помощи ты должен заплатить. Для меня это прям было вау, потому что у нас в Беларуси такого нет. У нас там, да, вызывают, там голова заболела, вызывают. Как бы было странно вот узнать, что здесь нужно платить за вызов. То, что здесь, если у тебя что-то там заболело срочное, тебя, ну, не примут так прям вот сейчас же, да, ты должен ждать в очереди, либо как-то, я не знаю, ну, не знаю, почему-то мне казалось, что и до сих пор кажется, что очень сложно с этим, да, вот пока дождешься какого-то доктора, тебе просто надо ждать, ну, надо просто не болеть, чтобы вообще не сталкиваться с этим. Вот это было странно. И то, что у меня туристическая, получается, страховка, и я за нее очень много плачу, 400 шекелей в месяц. Ну, как бы тоже моментик. Ну, конечно, она нужна, это все-таки здоровье, но по сравнению с тем, что там платит мой муж, там, да, там сколько, 50 шекелей, 30, не помню, 100, может, максимум 100, то у меня как бы 400 тоже такой, знаешь, не очень моментик. Да, ну, наверное, ждать врачей очень долго. Вот для меня было странно, да. И даже когда там сдавала анализы, я помню, мне говорили, что ты можешь покушать перед этим, да, а у нас же как в Беларуси, так, не есть там строго 12 часов, ну, такое тоже, конечно, вот здесь это интересно так. Ну, хорошо то, что, наверное, здесь, знаешь, много новых оборудований. Это, конечно, в этом Израиль и более такой организованный вот с талончиками, да, вот здесь приходишь все по талончикам. То есть ты взял заранее запись, но ты еще и берешь талончик, да, внутри там купы этой. А у нас, конечно, в Беларуси все по живой очереди, это постоянно там ссорятся все друг с другом, теряют очереди, это, конечно, не круто. Насчет беременности, типа, как что, есть какие-то моменты отметить? Ну вот насчет беременности мне не дали русскоговорящего доктора. Вот у меня был израильтянин. Вот он разговаривал хорошо на английском, но мой английский не очень хороший. То есть я его в каких-то моментах не понимала. Я старалась ходить с мужем, как он мог. Вот и вот у меня какая-то болезнь там была, я уже даже не помню. Цистит, наверное. И мне вот доктор назначил антибиотик. С одного раза вот этот антибиотик не помог. То есть он мне назначил опять же этот же антибиотик, ну, то есть беременность, антибиотики, ну, нежелательно пить, но если какая-то болезнь такая серьезная, то надо. То есть мне уже, получается, он антибиотик не помог с первого раза, со второго раза, получается, я его выпила, второй курс не помог, и на третий раз он хотел мне еще раз же этот, но я сразу поняла, что ну как, ну если он 2 раза не помог, это тем более антибиотик, вот, и я сразу поменяла доктора на другого, тоже израильтянин, тоже там не понимали особо друг друга, ну, все как бы прошло хорошо, но вот то, что вот с этим моментиком так для меня было странно, особенно в беременность, вот 3 антибиотика одинаково давать, ну А другой доктор тебе уже что-то другое дал? И как бы помогло? да, он мне дал Помогло? сразу всё помогло. Окей. Ну, расскажи про сами роды, типа, как все прошло, и нужно ли было платить что-то тебе, как не гражданину? Ну, вообще сами роды, мы планировали партнерские роды, Это как? ну, то есть чтобы муж присутствовал, это его желание. Вот, ну и в принципе мне так было легче, потому что я же не разговариваю на иврите, да, то есть какие-то вопросы лучше всё к нему. Я начиталась много информации, посмотрела видео, как там в России женщины рожают, какие анализы надо сдавать мужу, чтобы присутствовать на родах. И когда вот у меня были подготовительные курсы здесь, мне сказали, какие анализы.
Вообще, то есть было очень странно. А там проходной двор, да, в Израиле. И просто с улицы мой муж, даже если он после работы был, всем пофиг. Вот, они там не дают ни бахил, ни тапочек, ни халаты вот мужьям. У нас как бы все же строго, там ты сдаешь анализы, если там все хорошо, там ты можешь присутствовать, и то, наверное, не во всех больницах. Ну, наверное, это правильно, типа, не? Но, а здесь, получается, просто с улицы мы пришли, ему сказали, проходи в палату, вот, нам и шторки такие были, там, то есть я, другая роженица, ну, когда еще в такой палате, которые только прибыли, вот, это было странно для меня, конечно, Это как коллективные роды, да? но почти. Очень много было религиозных, вот, верующих, да, датишных людей, потому что больница такая вот, более, наверное, наполнена вот верующими. Мгм. Как бы мне просто было, наверное, просто из-за этого чуть-чуть некомфортно. Это уже мои такие. А в принципе, роды прошли хорошо. Вот, там за стенкой сидели родители, ждали, пока я рожу. То есть они слышали все крики, все слышали. Вся семья, весь Да, табор. первый плач ребенка, все слышали, вся семья. Вот, и нас потом, когда я родила, перевезли в палату, там какую-то, типа, тебя учили прикладывать ребенка к груди. Проходит, наверное, минут 10. Это, знаешь, такая приятная музыка, ты с ребенком, муж, и приходят его друзья. А, типа, ты все заходят туда, да? И, ну как это? И чё ты, типа, сказал что-то? Ну, я так посмотрела, как бы я ничего не сказала, я потом уже высказала, конечно. Вот, а они так, ну, в уличной одежде, нормально, все, пришли. Вот, для меня это Жесть. странно было. Я как бы боялась, что типа как так, там люди приходят с улицы, да, у меня там новорожденный ребенок незащищенный, там, ну, как бы все микробы попадают на него. Но ты знаешь, все хорошо, тьфу-тьфу-тьфу. Может, в этом и смысл, чтобы, типа, иммунитет сразу начал работать? Наверное, да. И то есть, знаешь, там 3 дня очень быстро. Не знаю, как в Беларуси, мне кажется, дольше, наверное, женщин держат в палате. А может быть, я не знаю, честно. Но мне казалось, что вот как будто бы в Израиле так мало тебя здесь держат, сразу домой. Мгм. А скажи именно разница с гражданами, просто для понимания. Для граждан, типа, все бесплатно, а вот туристам нужно платить что-то. Да, насчет родов, так как я не была официально устроена на работе, вот, нам выставили счет, я точно не помню сумму, но это где-то 15 или 17 тысяч шекелей, вот, надо было заплатить, мы заплатили только 3, ну, там какие-то прям обязаны надо было заплатить 3, вот, а потом как-то муж через страховку, когда уже у дочки появился паспорт, ну, как-то уже эта сумма все обнулилась. Вот. Мгм. Но только с получением документов. То есть мы подтверждали, так как мы не были расписаны на тот момент, когда родилась дочка, мой ребенок, да, в обязательном порядке нужно было сделать ДНК-тест. Вот, мы там тоже заплатили 3000 шекелей, я не помню, 3500. Мгм. Вот, когда уже подтвердили, что да, он отец, я мать, ребенок от него, тогда уже ей выдали даркон, да, или что там выдают паспорт. Вот, и уже тогда аннулировали вот эту сумму с больницы после родов. А, типа, за 17 тысяч шекелей как бы вернули обратно или что? Да, да, вот когда мы подтвердили, что там это его ребенок, и Что он от гражданина, типа. да, да, вот тогда уже обнулилась эта сумма. А вообще, в принципе, в жизни, наверное, какие-то сложности, ну, вот то, что со страховкой, да, вот 400 шекелей каждый месяц, ну, чуть-чуть так накладно, ну, наверное, да, и то, что вызов скорой, ну, я знаю, чисто как-то, если там через КУПУ, как-то там через свою страховку вызывать, то, наверное, там не надо платить. Ну да, если ты через больничную кассу, тебе нужно сначала позвонить им туда, чтобы не платить. Да, а если так, то, конечно, дорого, тем более там они подняли сейчас 2 раза, вот, да, за вызов скорую, там 200 тысяч. Все равно 2000? Больше? Я не знаю. Я обычно сам туда приезжаю, если надо. Расскажи, как быстро ты вернулась на работу и кем ты работала после родов? Так как мы жили с родителями после рождения ребенка, вот, и мне, конечно, хотелось поддержать мужа вот в денежном плане, вообще, в принципе, во всех планах. И так как я не люблю просить деньги, я люблю, когда у меня есть свой стабильный заработок, то есть независимо от мужчины, мамы, папы, для меня очень важно было выйти сразу на работу. То есть это было мое желание. Я вышла на третью, на вторую, наверное, нет, подожди, вру, третью неделю, да, как родила. После родов на третью неделю? А на третью неделю я вышла на уборку домов. Я работала
почти каждый день, может быть, через день по 4 часа, вот. И как бы так мы вместе вот с мужем платили и за съем квартиры, и счет я помогала там, да, где-то там ребенку тоже вот памперсы купить. Ну, то есть это было мое абсолютно там желание. Он говорил, можешь не работать, все хорошо, я справлюсь. Но я не могу видеть, как там, знаешь, мой муж работает в ночь, плюс берет еще подработку, он ездит в другой город и моет подъезд. Но для меня это очень сложно. Ну, и тем более, знаешь, у меня были свои деньги, вот, и по сей день как бы я подрабатываю, и мне нравится, что я независима от мужа вообще. У меня есть свой стабильный заработок. Ну ты прям героическая мать. Расскажи, кем твой муж работает? Сейчас он поменял сферу своей деятельности, у него новая работа, связанная с интернетом, в компьютере работает, вот, с дома. Очень удобно, ты знаешь, ему удобно, мне удобно. Пока как бы так. Друзья, если вам близко то, что я делаю, и вы хотите поддержать мой канал, у вас есть несколько способов это сделать. Первое – это стать спонсором этого канала. Это не только знак того, что мой труд действительно вам важен, но и реальная помощь в том, чтобы я мог развивать канал и делать контент еще более качественным. Кроме того, у спонсоров есть ранний доступ к новым публикациям, а совсем скоро появится и эксклюзивный контент, доступный только для них. Второе – это одноразовый донат через кнопку с сердечком «Супер спасибо». Она находится под каждым видео. Такой донат видят другие зрители, и часто это вдохновляет их также поддержать канал. Третий способ – это прямая благодарность через систему PayPal. Я добавил для вас отдельную ссылку на мой PayPal в описании под каждым видео, чтобы упростить этот процесс. Любая ваша поддержка для меня очень ценна. Она помогает мне двигаться дальше, развивать канал, улучшать качество контента и создавать то, что для вас интересно. Спасибо, что вы рядом. Расскажи про вашу поездку в Беларусь. Да, мы ездили в Беларусь. Мой ребенок сделал там документ, паспорт белорусский. Он обязан был сделать паспорт. Вот, мы сделали паспорт ребенку, мы расписались. То есть у нас как бы больше, наверное, вот часть поездки заняла документация. Вот, и, наверное, где-то неделька была на отдых, посмотреть там замки, да, вот природу, познакомить с семьей. Ты знаешь, очень понравилось вот ему Беларусь. И я, конечно, вот прям насладилась тем временем, что не могла там, знаешь, видеть семью 3 года. Мне, конечно, не хватило всего времени, что мы были в Беларуси, но тем не менее какой-то свежий глоток для меня вот это был важен. Расскажи, что твоему мужу больше понравилось в Беларуси, чем в Израиле? Ну, Что понравилось? Ну, чистота. Очень-очень чистая Беларусь, это правда. Вот у нас там нету так особо, знаешь, мусора вот на улицах. Ему понравилась чистота обслуживания, что совсем другое обслуживание. Цены, конечно, потому что мы сравнивали с израильскими ценами, то мы могли так чуть-чуть пошиковать. Но это, конечно, если вот не жить в Беларуси, да, вот приезжать вот с Израиля в Беларусь, то, конечно, круто. Чувствую себя мотором таким. Вот. Ему понравилось, наверное, отношение моей семьи к нему, к нам вообще, в принципе, в целом. Еда, еда, особенно молочка, картошка. Ну, ты знаешь, он просто, наверное, не вникал глубоко вот так вот какие-то такие моменты, типа там поликлиник, да, вот такие вот открытия бизнеса, он не вникал в это. А так как бы вот ему понравилось, что там много зелени у нас, да, у нас поля, просто вообще такой воздух чистый. Наверное, вот ему вот это понравилось. а тебе вот, я знаю, что в Беларуси там, когда на лавочку встают, обувь снимают. Тебе вот как было, когда ты приезжала в Израиль? Ну, когда вот, ты заходишь в автобус, а там люди ноги кладут на сиденье. Вот после такого, что типа, после Беларуси, как тебе вообще это? Ты знаешь, первый день, когда мы прилетели после Беларуси, то, наверное, было чуть-чуть сложновато. Мы еще прилетели там после праздника, вот, и все улицы были грязные, просто мусора завалено. Мы на это все посмотрели, еще эти летающие тараканы, большие крысы, то, конечно, ну, по-другому. Беларусь очень чистая страна, и он увидел, для него это было, конечно, шоком, что люди так могут ухаживать вот и уважать друг друга, работу там, да, уборщика. Ну, вообще, в принципе, дома ходить босиком, не в обуви. Ковры у нас там, да. Для него это было странно, но он сказал, прикольно. А у тебя вот кроме того, что ты рассказала, есть еще что сказать, типа, чем тебе Беларусь больше нравится, чем Израиль? Ну, ты знаешь, наверное, потому что там мой язык
там моя семья, моя культура, мое все. Я выросла там, и у меня не было целью там прям действительно переехать в Израиль, да. Я летела просто подработать пару месяцев. Как бы Израиль тоже хорошая страна, но каждому свое. Даже не знаю. Расскажи, что тебе в Израиле не нравится и что стало последним толчком, чтобы вообще с мужем решили переехать в Беларусь? Ну, смотри, мы пока как бы не решили прям переехать. Мы смотрим вариант этот в будущем, да. Мы же не знаем, там, какая ситуация, в принципе, будет в Беларуси, так как Беларусь дружит с Россией, да, а в России сейчас война. Ну, в принципе, здесь тоже война, но здесь как-то как будто бы более защищенный. Ты себя чувствуешь под куполом, да, у тебя есть там эти мамады. В Беларуси такого не развито, этого вообще нету. Как бы мы бы, наверное, в будущем хотели, но мы не смотрим, что прям вот так вот 100%, ну вот прям переехать, не знаю. Менталитет не совсем как бы подходит именно израильский ко мне, да, вот это не подходит, то, что мне здесь, допустим, вот выйти в шортах где-то среди религиозных людей, мне немножко некомфортно, хотя я бы, допустим, хотела ходить в шортах, да, но это чисто уже, наверное, мое такое, знаешь, ощущение, вообще могла бы забить, но мы живем как бы в религиозном районе, наверное, какие-то вещи, которые такие не могу сделать, мне так. Я здесь, наверное, более подрасслабилась тем, что я не ухаживаю за собой, там, если я в Беларуси красилась каждый день, там, да, вот макияж, красивые платья, пальто, каблучки. Здесь как будто бы вообще нету настроения это делать. Ну, то есть здесь все такие свободные, там могут в тапочках выйти на улицу в пижамах, и ты как будто бы подхватываешь этот вайб и немножко забиваешь вот на вот это все. И я, как знаешь, чувствую, что я здесь, ну, как тебе это сказать, вот. Расслабилась. Ну, типа, да, прям. И меня это не устраивает. А мы, когда прилетали в Беларусь, то я, наоборот, я каждый день там выпрямляла волосы, делала укладки, я красилась, я надевала красивые вещи. Ну, мне вот почему-то хотелось только в Беларуси тогда. Вот. Ну, как бы именно вот если про себя брать конкретно, про мои ощущения, конечно, мне ближе Беларусь, менталитет, вообще, в принципе, все. Но это лично мое. Здесь, конечно, круто, море, погода классная, но вот меня тянет, наверное, больше к семье, к моему дому, к моей культуре, к языку. Расскажи, вот если вы вдруг все-таки переедете, то чем там будет муж заниматься? Ну, мы рассматриваем наше будущее, что он будет работать в компьютере, в интернете. Ну, и я тоже. Вот, наверное, как бы вот рассчитываем на то, что если мы вдруг переедем в Беларусь, то мы будем работать с компьютером. Вот. И это, то есть не обязательно там какая-то у меня это будет белорусская компания, там российская, либо еще. Вдруг я уже к этому времени выучу хорошо испанский, да, и смогу работать вот как он, вот с испанской фирмой и получать хорошие деньги. А так просто он учит язык? В бытовом каком-то плане, а что прям целенаправленно сесть, вот нанять репетитора, то такого нет у него желания. Не, ну просто если вы переедете, значит, наверное, как бы придется ему учить. Он не парится, я тоже, потому что он хорошо схватывает все на лету. Вот, поэтому мы так особо про это не думаем, не переживаем. Оно все равно как-то все образумится. Ну, вы, типа, копите деньги на переезд. Сколько нужно накопить? Ага. Ну, смотри, так как мой муж еврей, он всегда откладывает деньги, независимо, это будет какой-то переезд, что-то еще, то есть у него есть какая-то сумма, и если мы в ближайшем будущем вот решим, что мы там собрались, там, все, в следующий месяц мы будем там жить в Беларуси, то есть мы просто как бы, ну, у него есть там свой счет, как-то, наверное, вот он разберется с этим. И нам не надо снимать дом в Беларуси, дом, машина, родители, которые всегда готовы помочь. Конечно, ты на это не рассчитываешь, но если вдруг что-то, какой-то там, не знаю, случай будет, да, у нас есть родители, которые мне помогут. А вот насчет легализации, типа, вот вы проверяли, какие нужно документы делать, типа, для мужа, чтобы он там получил какой-то статус, типа, визу? Нет, мы не занимались, мы просто недавно прилетели из Беларуси, только расписались, и как бы мы только говорим, знаешь, про какое-то будущее, а чтобы прям конкретных действий пока таких не было. Мы ничего не узнавали, как бы нет, просто на словах как ему понравилась Беларусь, он бы хотел жить в Беларуси, вот, а чтобы таких прям каких-то конкретных действий мы еще пока не предпринимали. Ну, скажи, это вот, у меня тут есть пару мифов про Беларусь. В Беларуси все едят картошку, правда ли это? Ты знаешь, наверное, отчасти да. Драники, пюре,
картошка вареная, картошка жареная. Я думаю, что да, это правда. Потому что она очень вкусная картошка. В Израиле она другая. Да, уже у меня не получается сделать такие вкусные драники, как я делала в Беларуси. А вот насчет того, что это страна сельскохозяйственная в основном, это правда? Одни поля, там, трактора. Я думаю, да. Вот мы даже когда ехали с аэропорта по трассам, там, да, через поля, очень-очень много полей, очень много. Кукурузных, зеленых, ну, очень много. Прям мне даже муж обратил на это внимание. Я думаю, да, это правда. Трактора стоят белорусские. А насчет того, что типа на белорусском языке почти никто не говорит. Все говорят на русском. Я думаю, да, я как бы не росла в деревне. Возможно, в деревнях бабушки говорят на белорусском языке, чисто белорусском, да. Моя прабабушка говорила на белорусском. Вот. А молодежь, конечно, нет. Мы изучаем в школе белорусский язык, но все говорят на русском. Прикольно. Возможно, через 5 лет что-то поменяется, я не знаю, но пока у нас русский, да. И насчет того, что вот, все дешево, как ты вообще оцениваешь уровень цен, зарплаты, качество жизни? Ты знаешь, наверное, не соответствует, так как в Беларуси не совсем высокие зарплаты. Я думаю, что нужно очень много работать, чтобы хорошо жить в Беларуси. Искать какие-то лазейки, чтобы открыть бизнес и хорошо как бы зарабатывать, хотя знаю, что большой процент государство берет себе. Вот. Но если вот как мы приехали, да, для нас, конечно, супер было, что очень низкие цены по сравнению вот с израильской зарплатой, то мы могли как бы, так, знаешь, и пошиковать. Вам просто надо работать в Израиле, а жить в Беларуси. Видимо, так. Да. Будь в Беларуси, звони. Спасибо. Надеюсь, кто-то услышал и что-то узнал про Беларусь вообще и не боится выходить замуж за иностранца. Ведь это действительно это нетрудно, выучить другой язык. И если действительно люди любят друг друга, у них свой язык любви. Да, круто. Спасибо за это интервью. Спасибо тебе. Друзья, каждая такая история напоминает нам, что жизнь в Израиле – это не только новые возможности, но и, возможно, непростые испытания. За красивыми фотографиями и мечтами об эмиграции часто стоят усталость и разочарование. Важно уметь признать, что не все, что кажется лучше, действительно твое. Напишите в комментариях, как вы видите жизнь в Израиле и что вы думаете по поводу просмотренной истории. До встречи в новых историях. Честно, открыто и без розовых очков. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.